Здравствуйте, мои дорогие любимые друзья, мои дорогие подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что уйдет, а что придет взамен? Что в вашей жизни скоро будет меняться? Давайте с вами узнаем. Возможно, произойдут какие-то события, и я надеюсь, нам карты расскажут. У нас сегодня две колоды, и одна из колод – Оракул Сибилла. Маленькие карты, которые были созданы очень давно, и с тех пор они не менялись, ни значения, ни прорисовка. Я искренне надеюсь, что мы будем с вами перекладывать карты на события сегодняшних дней, на современность, и вам какие-то подсказки как раз карты и дадут. Но вначале давайте выполним краткую сигнификацию, пару слов. Кому сегодня карты будут рассказывать ту палитру событий, которая будет складываться совсем скоро. Итак, кто вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Десятка монет или десятка пентаклей мы говорим. По этой карте у нас идет все то доброе, то, что мы называем или подразумеваем под словом благополучие. Вот посмотрите, у вас, тем не менее, королева жезла будет говорить, что у вас сильная позиция. Кстати, наш расклад подойдет одинаково как и для мужчин, так и для девочек моих любимых. Неважно, какой возраст все девочки, но для мужчин тогда мы будем говорить, да, эта карта будет говорить о какой-то очень важной женщине, о которой вы, возможно, хотите получить информацию. Может быть, это планируемое создание семьи, а для кого-то это уже семья. Мои дорогие девочки, это вы и ваша, возможно, семья. Но, или вот посмотрите, как сюда начинается, да, и продолжается. Нужно достать как минимум несколько карт. У кого-то была семья, разрушена семья. Меня смотрят люди из разных стран. У кого-то из вас так обстоятельства сложились. У кого-то 13-й аркан будет говорить о том, что были отношения, завершились отношения. Кто-то остался один, я знаю, что меня смотрят разные возрасты. Кто-то, да, и семья была, и дети, они и есть как бы, да. Но вот вы в данный период времени остались один или одна. И вы это ресурсный человек, это да. Возможно, все-таки семья у нас была первая карта, да, или, ну, десятка, мы говорим, пентаклей. И стало быть, это вы кому-то помогали. Может быть, это есть взаимосвязь, взаимопомощь, и вам тоже кто-то помогает. Или помогал, я бы сказала. Вот то, что было раньше, вот сейчас как будто уже меняется. Наверное, поэтому вы и открыли этот расклад. И ведь это карта трансформации. Уже на сегодняшний момент вы понимаете, что так, как было раньше, оно уже не будет. А возможно, так сложились обстоятельства, что и вам куда-то пришлось переместиться и, может быть, даже вообще изменить свои привычки, изменить себя самого или себя саму. Может быть, для кого-то из вас недавно вы получили какую-то новость, буквально бумагу, и понимаете, что для вас сейчас нужно, ну, как выстоять, да, пройти какой-то путь, выполнить, может быть, у кого-то это по работе даже, да, выполнить определенную работу, решить какой-то заданный вопрос. Но точно так же у кого-то из вас был один источник дохода, но тоже это поменялось. Кто-то потерять мог работу, кстати. Или вам сообщили вот тоже, что, ну, будет организация ваша, либо она перестает существовать, да, и вы вынуждены искать работу новую. Или когда вы сами так сложились, может быть, обстоятельства. Для кого-то десятка пентаклей непосредственно как получение дохода из определенного источника. А вот сейчас так как будто не получается. Сейчас что-то меняется, и нужно срочно решить вопрос, который касается именно все равно финансов. Вот две по краям пентаклевые карты. И одни из лучших, кстати, карт, которые на деньги и на работу. Кто-то мог потерять должность, кто-то мог потерять источник, может быть, дохода. Вполне вероятно, это был супруг, супруга, да, или как помощь, может быть, даже от ваших детей. Может быть, тут меняются именно еще обстоятельства в жизни ваших близких. Вот я этого тоже не исключаю. Наступает момент, что мне нужно подумать именно о самой себе или самом себе. Кто-то из вас вот именно ищет, может быть,
дополнительный источник дохода и пытается уже что-то просчитать, или у вас сейчас какая-то непростая, с учетом 13-го аркана, трансформация, именно идет по деньгам, по финансам, по поступлению, каким образом, откуда к вам приходят деньги. И кто-то будет, может быть, даже как пассивный доход рассматривать, ну или, как я говорила, дополнительное, для кого-то это основное. То есть вот есть даже, несмотря на то, что вы сами ресурсный человек, и есть уже какие-то перемены, но вполне вероятно и вы сами где-то интуитивно, с учетом королевы жезлов, чувствовали, что вот-вот что-то будет меняться. Для мужчин хотелось бы сказать пару слов. Может быть, это в жизни вашей важной женщины, любимой женщины. Неважно, да, что это вы встречаетесь или дружите, или у вас действительно семья. У нее в жизни происходят перемены. Может быть и так. И вы пытаетесь продумать хорошо, что тогда будет с нашими, например, отношениями. Но тут у каждого по-разному. Но вот такая краткая сигнификация, я так думаю, что ее вполне достаточно. Нам тут ни одна карта про чувства не говорит. Именно ваше положение или любимого человека, да, но это больше для мужчин. Девочки тут сами на себя надеются, это факт, потому что все-таки королева, да, это самореализация какая-то для вас будет проходить. Но вот тоже как будто вперед так на лад не пойдет. Тут нужно что-то менять. И для кого-то, для моих любимых девочек, это я вот сейчас сама на себя только надеюсь. И вы пытаетесь просчитать, может быть, и ищете какую-то информацию, которая будет связана с работой или получением денег. Ну вот если это все подходит где-то, не будем затягивать сигнификацию. Давайте мы сразу перейдем к оракулу Сибилла и узнаем, что же уходит. 13-й старший аркан четко дал понять. Уходит какая-то прежняя концепция заработков или прежняя концепция, увы, стабильности. Так а что же уходит? Или даже давайте переиграем. Почему уходит? Какие силы влияют на те перемены, которые происходят в вашей жизни прямо сейчас? Какие силы? Ёлки-палки, так и хочется сказать, что ж такое. Там 13-я аркана, тут у нас называется вдовец, да, я говорила, что ну будем перекладывать на современность. То есть это тот человек, который что-то потерял. И сам человек жив-здоров, будем говорить, да? Ну вот какая-то утрата, как воспоминание. Но это было связано с тем, что у человека в жизни что-то изменилось. То есть, ну, понятно, да, это как супруга. Может быть, у кого-то буквально совпадает потеря кормильца, например, да, потеря супруга, потеря как финансового вот этого достатка, стабильности. Но это вы на это не влияете. Это произошло с человеком или, может быть, в силу сложившихся обстоятельств. Почему это случилось? У кого-то конкретно случилось, потому что как зря взялся человек за какое-то дело. Это случилось еще, может быть, потому что как-то, может быть, и много было ваших надежд на что-то, а оно все равно, ну, как-то не сложилось вот так, как предполагалось. Вы сейчас оказались в такой ситуации, потому что вы понимаете, что прежний опыт для вас, он не играет никакой роли. Это правда. Тут как будто нужно на какой-то период жизни себя перестроить полностью. Может быть, и найти вот эту самую работу. И вы буквально сейчас заняты тем, чтобы, как мне в своей жизни, больше привнести как и стабильности, так и, может быть, даже рассмотреть. Кто-то сейчас буквально из вас может заниматься обучением. Кто-то, может быть, потратил определенную сумму на обучение, но пока не знаете, как это переложить на практику. Здесь вполне вероятно, у кого-то из вас была важная консультация с человеком, правда, или были потрачены куда-то определенные суммы денег на то, что вы считали, вам это пригодится. Или для вас это был какой-то будет, по крайней мере, какое-то продолжение. Вот тут, правда, ошибка все-таки была, вот именно у нас, обратите внимание, последние два
арканы выпадают такими, что деньги, да, сами по себе и постоянство. То есть почему мы, может быть, оказались в какой-то ситуации, которая для нас нова. Хотя тут у нас две такие карты, которые говорят, что, возможно, ты уже предпосылки были, ты не видел. Не видел, потому что, ну, больше было где-то воодушевление, карта праздника, да, то есть мы, ну, мы не думали о том, что так, в принципе, оно может сложиться. А вот теперь, когда оно так сложилось, вы уже даже попробовали какие-то первые шаги в чем-то. И, может быть, вы видите или фиаско, или, ну нет, так вот оно не идет. Нужно опять же что-то переиграть. Попробовали что-то еще раз. Опять это не сработало. Или не нашли отклика, да, например, если вы ищете работу. И буквально жизнь нас вынуждает взяться, может быть, подойти к какому-то вопросу с позиции изучения. Там у нас аркан ученый. И именно потому, что, как и я, как будто многого не знаю, вы можете так себе говорить. Но и то, что были какие-то надежды, скажем, прежде, что какая-то история будет незыблема. А тут именно за счет третьих факторов или обстоятельств вот это-то и поменялось. То есть в этом, возможно, был просчет. Мы спрашиваем, почему сложилась эта ситуация. Давайте еще пару карт. Почему сложилась вот именно такая обстановка, ситуация? У кого-то была просто любовь искренняя. Были планы. Вот смотрите. Та любовь, которая закончилась отчаянием. Это то, во что мы верили, но это никаким образом, как бы уже на сегодняшний момент, не может быть продолжено. Да, тут правда завершение. Вроде как уже что-то ушло. У кого-то, может быть, на данный период времени карта ребенка. И это, может быть, нет. Тут я больше думаю, что я допускаю, конечно, у кого-то вопрос, который связан с детьми. Ну, значит, тут тоже что-то запутано, потому что мыслитель выпадает. Тут как будто и так, и так. Тут у вас карта ученого и мыслителя. Это две карты, которые философские отношения к жизни. Или помимо этой философии, тут нужно реально, в реальной жизни что-то переиграть, переделать, передумать, найти какой-то выход. Но для кого-то из вас я больше склонна к тому, что это у вас новый жизненный этап, который, ну, невозможно пройти, действуя какими-то прежними методами, искать, допустим, работу или пытаться что-то похожее, да, найти. Тут нет, тут надо себя перестроить и, конечно, крепко подумать. Вы к этому не были готовы, мои дорогие. Вот, наверное, так. Давайте еще две карты, почему сложилась эта ситуация. Какое-то было долгое ожидание, которое могло, ожидание разговора, ожидание обещанного, ожидание того, что кто-то откликнется. Вот какой-то сложный период не просто потерь, а длительного еще и ожидания и пустых надежд буквально. Вы потеряли время, мои дорогие, еще может быть и так. Причем вы искренне были уверены, что план какой-то сработает или откликнется конкретный человек. Ладно, давайте теперь на колоде Таро мы с вами продолжим. Вот, кстати, ну ладно, перевернула, там была карта вора на дне. Не успела продемонстрировать вам, но давайте сейчас немножко отлистаем назад. Поэтому, что я хотела сказать сейчас. Тут, скорее всего, вот, вор. Тут какая-то еще и неправда, нечестность бы могла быть в отношении вас, мои дорогие. То есть мы и сами себе позволили, да, замечтаться, но, видимо, и прошляпили что-то. Либо удобный момент, либо какие-то как подсказки судьбы, когда нам, может быть, первые звоночки приходили. Но я думаю, уже полностью раскрыли карты, то, что это было прежде. Может быть, это отголоски прямо и сейчас, но вот именно положение, в котором вы оказались прямо сейчас, оно больше связано с тем, что вот нам и раскрыли эти причины. Давайте достанем по 6 карт, что уйдет и что придет. Так что же уходит из вашей жизни? Что уйдет? Может быть, уйдет или завершается. Будет завершено совсем скоро 6 карт, потому что это всегда вершина активности, вершина действий. Это то, с чего мы можем, ну, где-то уже брать новый ракурс. Ну, а что же придет взамен? Что в вашу жизнь придет совсем скоро взамен? Как
это будет происходить в реальной жизни. Давайте узнаем, что, возможно, и кто придет взамен, да, какая возможность сама по себе, с чем может быть связана. Итак, так что же уходит, что завершается? Вот хочется сказать по пятерке мечей, пусть идет. Карта конфликта, мои дорогие. Карта ожидания. Вот все то, что мы сейчас с вами только что говорили. Уходит какой-то конфликт, возможно, вам, я не исключаю, по этой карте как будто, знаете, тут могут уходить, как и люди, которые вам создавали какую-то нервозную обстановку. И значит, я вполне могу предположить, у нас сейчас даже планетарно такой период, когда... Видимо, ну вот реальность наша у каждого складывается по-своему, и судьба каждого из нас переключается на сферу, переключает нас, точнее, на сферу тех задач, которые мы призваны решать, а не думать, что кто-то там другой. Поэтому люди в виде помех будут уходить именно потому что, а им судьба тоже какой-то экзамен жизненный готовит. И уходит, если мы спросили, карта иллюзорного успеха. Иллюзии уходят, ожидания уходят. И посмотрите, тройка кубков. Уходит какой-то, может быть, восторг. Уходит, не должна сказать по-другому, что и праздник, мои дорогие. То есть, но тут, знаете, все праздники, наверное, они мимолетные. Но этот праздник какой-то, да, или как конфликт, который мог создавать, ну, некоторую даже иллюзорность. Или, может быть, как... Сложные отношения у кого-то, когда люди друг друга не поняли. Потому что тут мог бы быть конфликт по какому-то пустяку. Вот внимание, для кого-то именно распри или какие-то противостояния, когда люди, каждый настаивал на своем, это будет тоже уходить. Но и уходит какое-то, вот я как говорила, восторженность, да, рядом семерка жезлов. В вашей жизни точно есть тот человек или даже люди, с которыми вы прежде взаимодействовали, которые видели в вас тоже некоторый праздник. А это, может быть, вы кому-то помогали. Мы уже говорили об этом. Это тоже уходит. Вот надо же, как выпали карты, что уходит. Прежнее спокойствие. Для кого-то из вас, ну вот иногда я говорю, девятка кубков – это как карта эгоиста. Когда мы были, в принципе, всем довольны. Все есть, все хорошо. У кого-то из вас меняется окружение, мои дорогие. Я допускаю точно так же, если вот, да, люди повздорили, допустим, да, и не поняли, каждый на своем настаивал, то, скорее всего, уходит, как и сама обстановка, ситуация, трансформируются ваши отношения, когда двое будут готовы слушать друг друга. Потому что просто, ну как, завершение какого-то эгоизма, говорят. Ну, эгоизм я не говорю о вас, я не говорю о какой-то персоне. Давайте, эгоизм – это ведь иногда тот элемент настойчивости, ну, когда наши убеждения, да. Вот мы убеждены, что вот так правильно, что так логично. Значит, мы так живем, мы так поступаем. Но, видимо, высшие силы ломают что-то, ну, знаете, как наши принципы. Вот вы будете пересматривать, это точно, собственные принципы. Потому что обстановка будет к этому так складываться. Но я должна сказать, что какая-то ситуация, именно ваша, в проигрыше, может быть, вы были по финансам прежде. Она ведь тоже уходит. И стало быть, все то, что вы себе, может быть, как новое что-то начнете. Или пусть это будет даже продолжение какого-то прежнего вашего сюжета, но тогда все равно будет элемент обновления, трансформации, когда вам придется что-то переделать, переиграть. Или для кого-то, мы тоже по сигнификации видели, уходит прежний способ заработка. Нужно найти какие-то новые варианты. У кого-то это будет карта говорить о том, что нам придется еще и, возможно, чему-то учиться. Нам придется, уходит, потому что конфронтация уходит, но тут так вот складываются события, что нам придется быть где-то более гибче к людям. Может быть, и гибче к каким-то конкретным обстоятельствам, которые будут складываться вокруг вас. Ну, давайте узнаем, что придет взамен. Что же тут придет взамен? Скоро придет какая-то новость, которая вас буквально позовет либо в дорогу, либо перед вами откроет новые перспективы.
Тройка жезлов будет говорить о том, что вы, скорее всего, на что-то согласитесь совсем скоро. И проделав определенный путь или как дорогу, да, может быть, попробовав в чем-то участвовать, вы можете остановиться на полдороги, будьте к этому готовы. Почему? Потому что вы окажетесь перед каким-то выбором, поскольку вы получите еще и молниеносное известие буквально, которое вас заставит изменить свои планы, когда вас заставит что-то передумать, переиначить. Более того, придется вот этот сложный выбор, как будто у вас получается, смотрите, сложный выбор, когда без выбора. С одной стороны, это может быть какой-то единственный выход из создавшегося положения. Для кого-то из вас это может быть конкретный человек или предложение, или ситуация с конкретным человеком, когда вам нужно будет как-то, ну, можно сказать, хитро поступить. Вполне вероятно, это может даже у кого-то складываться именно история личной жизни, мои дорогие. Но от вас вроде как и замечтаться нельзя, и отказаться тоже. Это может быть ситуация, как уйти нельзя остаться, согласиться нельзя отказаться, где запятую будем ставить. Вот, ну, я так утрирую, но тем не менее. Аркан Верховная Жрица. И вот эта колода, она повторяет первые колоды итальянского Таро. И раньше это называлась карта ля Папесса. Я часто говорю в своих раскладах. Исторический факт, когда в лоне католической церкви была женщина, а не мужчина, то есть это была именно Папесса, она скрывала это под мужским платьем, и это ей не помешало добиться больших высот. Поэтому я опускаю все варианты, да, мы не будем это с вами сейчас обсуждать, но вот тут вот именно молчание, самосохранение, какой-то хитрый ход вам придется делать. Ведь это мы смотрим на вас, и значит и вам, скорее всего, придется где-то через молчание, может быть, через мудрые решения принимать вот как раз какую-то данность и действовать так, как вы не действовали ни разу прежде. И ни у кого не спросишь совета. И никому даже об этом не расскажешь. Рассказать это будет равносильно, как себя выдать, мои дорогие. Какой-то сложный выбор вам предстоит. Первая новость, а за ней последует еще и вторая. Первая новость вас как раз чем-то вдохновит. Это что придет взамен? Я не исключаю, может быть, кто-то уже и получил и не знает, что с этим делать. И тут как будто нужно продолжать. Вот нужно не отказаться, это как минимум. Что-то попробовать. Да, пусть вы потом словно остановитесь на полдороги или посредине пути и будете свою траекторию продумывать более четко. Вот этот выбор. Но следом, как будто быстро причем, придет еще какая-то новость, известие, когда вот тут уже вам придется после, может быть, даже какой-то кратковременной паузы, действовать быстро, молниеносно. Может быть, какие-то документы подписывать или оформлять какие-то документы. Иногда эта карта сама по себе скорости. И это, знаете, еще и восьмерка жезлов. Это карта доброй трансформации. Это те перемены, которые врываются буквально в нашу жизнь и, может быть, где-то и ломают наши представления. Многие. Но, тем не менее, это действовать приходится. Тут не философствовать уже. И действовать вам придется, вот как я говорила, может быть и в одиночку. По крайней мере, какую-то часть пути вам придется пройти в одиночку. Или когда вам будет помогать буквально молчание. Как будто чем меньше знают о вашей задумке, или о каком-то предложении, или о вашем участии в каком-то вопросе, в деле, в работе. Ну, у кого-то банально, где ты работаешь? Ну, видимо, как будто правду не следует говорить. Удивительный расклад какой-то. Давайте узнаем, что уйдет, что придет. А что будет дальше? К чему это все идет? Что ждет вас впереди? Перевернулась карта, пятерка кубков. Разочарование карта. Но, тем не менее, что вас ждет впереди? То есть будет какое-то сожаление. Ого, императрица. Какое-то сложное решение императрице придется принимать. Мои дорогие мужчины, вот если у вас совпадала сигнификация, и я там обмолвилась о том, что ваша любимая женщина оказалась в сложной ситуации. Да, тут правда, это может совпасть. Мои дорогие девочки,
Вот, и если опять же была сигнификация, где-то с вами импонировала, тут какая-то прежняя история, да, по завершению, о чем вы горевали, о чем вы сожалели. Вот эти эмоции, они быстро не оставят. Будьте к этому готовы. Видимо, раз за разом вам, ну, на уровне мысли будет или воспоминаний что-то отбрасывать назад. И, ну, тем не менее, это что ждет впереди, мы говорим, да? То есть воспоминания, ты никуда от них не денешься. Но возрастание вашей ресурсности– это новые возможности, это новое качество жизни. У нас идет король жезлов, мои дорогие. По сути дела, королева жезлов у нас уже была, и была пара. Вам придется принимать, вот что будет дальше. Это может быть как и новость, но это, по сути дела, когда выпадает туз мечей, я всегда говорю, выход из лабиринта. У вас заканчивается какой-то лабиринт, но здесь вам встретится какой-то человек. Человек, который может, либо вы его, кстати, знаете, правда? Здесь может быть та история, которая, вот мы где-то нам ведь тут давали подсказку, был конфликт по пустякам, или, может быть, не по пустякам, но не поняли друг друга. Мы все разные, свои принципы, а вот как будто нам какую-то бывшую ностальгию придется с этим столкнуться. Иногда по этой карте это вопросы семьи. Может быть, это даже как какие-то воспоминания, да, впереди у нас, тем не менее, лабиринт, говорят, заканчивается. Поэтому, что ждет впереди? Вам придется уравновесить то, что, или совместить. То, что совместить практически очень сложно. Может быть, это где-то ваши прежние планы и те реалии, которые создадутся. Для вас, может быть, придется где-то держать баланс между, к примеру, помощью кому-то, к примеру, помощью детям. И все равно, как будто мы ведь на вас смотрим, правда? И вот вы сейчас, понимаете, вы как в центре всего нашего расклада. Вы не можете как будто себя обесточить и забыть на какой-то момент о себе и где-то даже о вашем продвижении, о ваших, может быть, и заработках, о вашем творчестве или о вашей личной жизни, мои дорогие, для тех, кто один или одна остался. И, может быть, правда, воспитывает детей. Вам как будто придется, ну, может быть, вот так вот удачно лавировать, быть легким не на подъем, изучать что-то, возможно, новое выпадает у нас королева мечей, но и будет постепенно тот компонент, который, вот смотрите, что вызвало какой-то, ну, как туман или какую-то путаницу вам совсем скоро. С этим придется разобраться. Вполне вероятно, вам придется учиться себя защищать по-новому. А защищать это значит, как, знаете, не совершить, может быть, чего-то такого, что в последующем вы будете жалеть, что потеряли время, или когда вы согласились на тот вариант, который вам не нужен. Совсем скоро, может быть, и то, что ждет впереди, вы получите какое-то очень приятное, доброе известие. То есть императрица, да, она выйдет из этого лабиринта, но только по выходу из лабиринта и не потерять себя вы получаете какую-то, как карта радости, счастья, любви. У кого-то это, правда, может быть важная встреча, что ждет впереди. Единственный, наверное, момент, как будто все эмоции перегорели. По этой карте может быть какое-то предложение, будьте даже к этому готовы. От человека вы не хотите что-то продолжать. Вот вам впереди где-то, да, что будет дальше, на будущее. Тут вам предложат какой-то вариант, а вы будете думать, для меня это кажется как ошибка. Для меня это кажется как то, что мне вот вообще не хочется этим заниматься, в чем-то участвовать. А тем не менее, очень часто четверка кубков говорит, что это как нам ангел подает вот этот самый кубок. Вообще, эта карта может говорить и о том, что у кого-то из вас последует потом, когда вот словно лабиринт закончится, последует тот период, как передышка. Давайте узнаем, что же будет дальше, следом за передышкой. Новое какое-то известие, когда вам, скорее всего, придется, вот она и королева жезлов, когда вполне вероятно
Вам придется на что-то либо согласиться, либо принять сложившиеся обстоятельства. И, скорее всего, тут у нас именно в одном ряду король и королева. Рассматривать какое-то сотрудничество. Здесь у вас может проиграться и таким образом, что вопросы работы, которые прежде не решались, вы как будто... Вы найдете работу, например, да? Или вы найдете для себя, может быть, тот способ заработка, который вы ищете. Но будьте готовы к тому, что шаг за шагом здесь и в этом будут какие-то перемены. Но вы уже как будто не одни, это я могу сказать точно. Будет, может быть, на какой-то последующий период. Будет тот человек, ну или единомышленник, или я не могу сказать, что это помощник, потому что когда совпадают король жезлов и королева жезлов, все-таки король это у нас командир. Это тот, который говорит, как делать, как не делать, а королева это всегда действие от начала до конца, с первых шагов до какого-то финиша или итога. И мне хочется достать еще раз карты оракула. Давайте узнаем, достанем несколько карт на события. Будьте готовы, потому что вы уже видели, что тут неожиданные значения могут быть. Как дальше сложится ваша жизнь? Как дальше сложится? С кем вы столкнетесь? Вот посмотрите, карта тюрьма, да? Будем говорить, это карта ограничений. Вот и здесь где-то нам тоже говорят, что вроде лабиринт закончился, но есть еще какая-то неопределенность. И правда, как дальше сложится, какой-то период, значит, это то, что будет дальше. Вот ушло и пришло, да, к нам, как какая-то, ну, новая или реальность, или тут через события и информацию к нам приходят как и новости, так и какие-то предложения, новые варианты. Но, видимо, вот этот сложный путь, когда мы долгое время не могли что-то поделать, вот, видимо, так быстро это не уходит от вас. Что будет дальше? Давайте достану несколько карт. И тем не менее, ваша ситуация меняется. Вы знаете, тут, может быть, нам карты раскрывают последний ряд и говорят, что будет какое-то либо участие человека, или взаимное сотрудничество, или благодаря взаимодействию двух людей вы сумеете решить финансовый вопрос. Для вас, как ни странно, то есть сюрприз, богатый улов, какая-то неожиданная, ну как тут буквально сундук с деньгами, мешок с деньгами человек нашел, а первая эта карта вроде как тюрьма. То есть это какой-то период ограничений. Вторая карта это у нас возлюбленная, да, ну это просто какая-то переписка, или это как к вам какой-то человек проявляет внимание, активность. Тут отклик, мои дорогие, вот тут идет какой-то отклик, который заканчивает своего рода какую-то тюрьму. И, может быть, от вот этого взаимодействия, которое, кстати, вам может не нравиться. Вы можете с чем-то не соглашаться. Или вариант, который вам предлагают, вам, ну, тоже как-то так не очень импонирует. А вы знаете, тут будет, может быть, тот человек, который очень настойчивый, который будет, тем не менее, тут, да, влюбленный и влюбленный. Но есть какой-то контакт. Вполне вероятно, состоится еще дальше какой-то важный разговор. К чему это все идет? Карта высокомерия, карта комната и карта легкомыслия. Правда, тут как складывается вроде что-то, и вы будете думать, что для вас это какой-то ошибочный поступок. Здесь может быть такое предложение, тем не менее, которое вам не совсем нравится, потому что либо от вас требует как куда-то переместиться, либо вы уже имеете какой-то опыт, не можете надеяться на человека, и вам будет казаться, что это с моей стороны ну, какое-то легкомыслие буквально, а тем не менее, вы знаете, тут может быть и такая история, что как будто вот хочешь или нет, а как будто действовать именно по действиям. Только существует один вариант. И с одной стороны у нас карта опять же отчаяния. Может быть это пережитый опыт. С другой стороны карта солдат. Ну солдаты, будем говорить, это те люди, которые
работают по приказу. Ну, не обязательно, старая очень колода, и поэтому ничего не менялось. Хотя с учетом того, что где-то идет война, то это да, это может быть конкретно какая-то ситуация сложная, которая вокруг вас. И вот посмотрите, путешествие выпадает в середине карты. Внешняя обстановка, давайте подведем итог, что будет дальше. Внешняя обстановка, вот почему, может быть, какой-то придется вам метод, которым вы не пользовались, или вариант рассмотреть, который для вас, мои дорогие, поначалу может быть совсем не вариант. Пусть это через отношения, пусть это через, ну, не через отношения, а через контакт даже с каким-то человеком вы узнаете новость, то тогда вот вам действительно что уйдет, что придет. Тут ведь именно нужно, может быть, и собственную безопасность продумать. Может быть, будут в дальнейшем так меняться события, когда вы себе скажете спасибо, что вы именно от чего-то не отказались. Судя по всем картам, видимо, кто приходит в вашу жизнь или где-то откликается, готов взаимодействовать с вами. Определенно, такие связи нужно сохранять и быть самому очень осторожному. Ну вот непростой у нас с вами получился расклад. Ну, я знаю, что меня смотрят из разных стран. И все же первая карта, ведь она ведь нам тоже сказала. 13-й старший аркан, да, это уходит. А вот какой дорогой мы пойдем дальше? Это для нас, как знаете, на ощупь мы идем. Вступаем осторожно, но уверенно, чтобы и не отступиться, но и с другой стороны не создать для себя, знаете, как постоянно что-то, как вибрация. Может это, может то, нерешительность, которая вас, ну, как может отчасти так, знаете, ну, деморализовать, да, когда мы чего-то даже, может быть, и боимся. Но вот так вот, по крайней мере, в нашем раскладе, может быть, не для всех подходит наш расклад, это да, но я бы сказала, карты двух арканов учат вас не отказываться от той возможности, как синица в руках, ну и учиться, может быть, пройти по той дороге судьбы, или, как я говорю, по ситуации, которая будет складываться совсем скоро. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.